Шестой сезон шоу «Холостяк» закончился несколько недель назад, но споры вокруг него не утихают до сих пор. Все дело в том, что Егор Крид и победительница Дарья Клюкина так ни разу и не появились в свете вместе. Практически сразу после финала стали ходить слухи о том, что артист никогда не был влюблен в Дашу, и ему буквально пришлось остановить выбор на ней. Теперь же Крид откровенно поиздевался над Клюкиной. Вместе с Тимати он пришел в студию программы «Вечерний Ургант», где высмеял победительницу. Телеведущий уточнил у Егора, знал ли он, что Дарья ранее участвовала в предыдущем сезоне шоу. В ответ артист сделал заявление, полное сарказма. «Да ладно? А я и не знал. Что ты хочешь у меня узнать? Будет ли она участвовать в программе с Бузовой? Пусть наденет парик и идет», — заявил Крид. Поклонники артиста, присутствующие в студии, были удивлены. Однако Тимати поддержал Крида. Он также отметил, что внимательно следил за ходом шоу и знал, как тяжело пришлось его товарищу. Вы только представьте, парень путешествовал по всему миру с 20 красивыми девушками. Ходил на свидания, выбирал, и в итоге их осталось 2. Честно признаться, я до сих пор жду пост про Дашу, пошутил Тимати. Тимати посмеялся над отношениями Крида с победительницей «Холостяка», и Ургант решил присоединиться к гостям программы и также высмеял финал «Холостяка». В снятом ролике он занял место Егора Крида. Мужчина якобы произносил трогательную речь перед Дарьей Клюкиной, то и дело вставляя забавные шуточки. По всей видимости, Крид действительно отказался от идеи встречаться с победительницей «Холостяка». Поклонники подозревают, что Егор и вовсе связывают романтические отношения с финалисткой проекта Викторией Коротковой. Однако сам артист предпочитает не комментировать личную жизнь. Сейчас Егор уделяет все внимание творчеству. Каждая его песня становится хитом, а молодой человек успешно гастролирует по разным странам и городам. Общаясь с Иваном Ургантом, он подчеркнул, что не собирается останавливаться на достигнутом, поэтому готовит к выходу еще несколько композиций.